Хорошо, ну хочу в первую очередь поздравить всех нас с началом нового пятого уже сезона лектории «Истоки цивилизаций». Вот, сколько у нас сил хватит и материала, будем продолжать. Вот, спасибо концептуалу и площадке, на которой мы уже, начиная с зимы, здесь встречаемся. Вот. Графика лекций пока окончательного нет, но на сентябрь-октябрь будет вывешен на этой неделе. А потом на ноябрь-декабрь чуть позже. Соответственно, лекции по пятницам в 7 вечера, если нет каких-то там форс-мажоров типа праздников или еще что-то, я не смотрел календарь на эту осень. Вот. И сегодня у нас лекция, так сказать, первая, вот, называется она «Американский геноцид» или «Как европейцы покоряли население Нового Света». Не потом. Вот. И как говорили в школе на политинформации, мы в свете стремительно развивающейся политической ситуации данный вопрос становится очень актуальным. С одной стороны, может показаться, что это немножко как бы не по нашей теме, потому что обычно на лектории мы касаемся вопросов седой древности, исчезнувших цивилизаций, а тут, в общем-то, история по историческим меркам, извините за тавтологию, недавнего времени, там полтысячелетия прошло. Однако, на мой взгляд, она целиком соответствует тематике нашего лектория, потому что истоки всех американских современных цивилизаций находятся в эпохе конкисты. И Штаты, и Канада, и латиноамериканские государства обеих Америк, они начинают свою историю именно с 16 века, с момента освоения европейскими колониалистами новых земель. Соответственно, вот и мы имеем сегодня в качестве, так сказать, наших заатлантических антигонов, антиподов, те цивилизации, которые выросли в эпоху конкисты и колониальной экспансии европейцев на территории обеих Америк. Естественно, на эту тему написано десятки тысяч монографий, еще больше статей. Вот, подробнейшим образом, естественно, рассматривается и изучается на протяжении не одного столетия история колониальной политики, колониальных войн, индейских восстаний. Тем не менее, сегодня я буду делать аспект именно на, мягко выражаясь, на тех нелицеприятных фактах, которые в официальной истории, тем более, если это, так сказать, работы американских ученых, историков, как правило, такие вещи замалчиваются, потому что они слишком неприятные, слишком неприглядные, и история освоения Америки выглядит, в общем-то, как сплошная кровавая бойня. Поэтому сегодня, в общем-то, тема отнюдь не радостная, тем не менее, я думаю, что вы узнаете достаточно много неизвестной вам информации. И прошу прощения, сегодня я буду с бумажкой, потому что много цитат и много имен и фамилии, соответственно, бумажка не повредит. Ну, естественно, начну я с товарища Колумба, который в октябре 1492 года высадился на берегу Антильских островов. Естественно, и фильмы, и книжки сняты на эту тему. Тем не менее, как бы сама фигура Колумба очень неоднозначна. В основном-то в историографии она подается как вот, ну, как человек-памятник, который открыл Америку. Естественно, не Колумб открыл новый свет для европейцев, в общем-то. У меня с Николаем Николаевичем там несколько лет назад даже книжка вышла на эту тему. Однако Колумб открыл Америку именно для ее колонизации. Поэтому и история обеих Америк начинается именно с него. В своем первом путешествии Колумб, в общем-то, если смотреть документы, в общем-то, показывает совсем иное лицо, нежели, так сказать, его преподносят в официальной историографии. Интересно, что когда он только столкнулся с аборигенами Антильских островов, он высадился на острове, который назвал
Эспаньола, сейчас это Гаити, где, соответственно, находится Республика Гаити и Доминиканская Республика, поделен остров пополам. И одна из первых записей в его бортовом журнале звучала таким образом, что эти люди ни в чем не испытывали нужды, они заботились о своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами, ну от слова каноэ, и пловцами. Они строили привлекательные жилища и держали их в чистоте. Эстетически они выражали себя в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе. Эти люди ходят, в чем их мать родила, но добродушны. Их можно сделать свободными и обратить в нашу святую веру. Так он написал, так сказать, познакомившись с аборигенами Антильских островов. И он в дальнейших записях, Колумб тоже неоднократно отмечает красоту вновь открытых островов и дружелюбность и гостеприимство их обитателей. По сути дела, описывает такой земной рай. Однако через несколько дней в его, так сказать, журнале появляется следующая запись, что 50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать все, что мы хотим. Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим, и отдают нам все, что мы у них просим. То есть индейцы, в основном там племя Танос заселяло этот остров, встретили их с распростертыми объятиями, предоставив им все, что было в их распоряжении. В январе 1493 года, уже отплывая обратно в Европу, во время миновой торговли испанцы убили 2 таинос. Попросту не сдержались. И отплыв в Европу, Колумб уже поменял, так сказать, свою точку зрения и в журнале записал, что испанцы убили аборигенов, злых жителей острова Кариба, которые едят людей. То есть он знал, Колумб, чтобы оправдать, так сказать, убийство своими соратниками местных аборигенов, первым запустил миф, который пошел гулять потом по Европе, о американских дикарях, антропофагах, то есть людоедов, каннибалов, которые не знают, не имеют никакого представления о культурном образе жизни и, в общем-то, даже недостойны называться людьми. И эта дискуссия в 16 веке, в общем-то, захлестнула, так сказать, ученые умы Европы, вплоть до того, что даже обыватели соглашались с тем, что, конечно, индейцы Нового Света — это вообще отдельный вид, так сказать, существ, еще не люди, но уже и не животные, то есть какой-то вот промежуточный вид жизни, который, в общем-то, недостоин для того, чтобы называться людьми. То есть идеологическая, так сказать, парадигма о том, что индейцы являются полуживотными, была внедрена в массовое сознание уже в XVI веке. И вот Колумб сам писал в своем дневнике, еще будучи, так сказать, пребывая на Антильских островах, что у этих свирепых дикарей посреди лба находится глаз. У них собачьи носы, которыми они пьют кровь своих жертв, которыми они перерезают горло и кастрируют. Эти острова населены каннибалами, дико непокорной расой, которая питается человеческой плотью. Их правильно называть антропофагами. То есть, еще раз повторюсь, именно Колумб, как первооткрыватель, и был основателем, запустил вот этот вот информационный, как сейчас говорят, мем в европейском сознании. И, естественно, это была выдумка чистой воды, которая противоречит даже здравому смыслу, житейскому, так сказать, житейской логике, то есть одноглазые с собачьими носами, через которые они пьют кровь. И тем не менее, вот эта вот информационная ложь, запущенная в Европе, стала, в общем-то, идеологическим обоснованием геноцида, который и проходил на протяжении последующих столетий по отношению к аборигенам Нового Света. В начале своего второго путешествия, которое началось 25 сентября 1493 года, Колумб отплыл в Америку уже на 20 кораблях, и у него было 1500 людей на борту. И именно в эту вторую экспедицию он взял с собой, помимо, так сказать, солдат
и несколько десятков лошадей, он взял партию мастифов и грейхаундов, которые были, так сказать, натасканы для нападений на людей. Поэтому как бы эти животные в дальнейшем, в общем-то, отметились в кровавой истории покорения Нового Света. Во время своего второго путешествия Колумб, будучи как бы уже обременен властью, данной ему испанской коронной, он издал закон, который обязывал всех индейцев, ну, на Антильских островах, естественно, которые достигли 14-летнего возраста, раз в квартал платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка, ну, в тех районах, где золото отсутствовало. Уплатившие такой налог индейцы получали медный жетон с датой последней оплаты. Жетон таким образом просто продлевал право жизни аборигена на 3 месяца. Если дата на жетоне была просрочена, то индейцам отрубали кисти обеих рук, вешали им на шею этот жетон и отправляли умирать в свою деревню. То есть Колумб, очевидно, использовал такой вид наказания у арабских работорговцев. Дело в том, что сам Колумб не один год промышлял работорговлей в районе Северной и Северо-Западной Африки и, в общем-то, сколотил там определенный капитал. В 1498 году, то есть буквально через 6 лет, был издан закон о принудительном труде индейцев на испанцев. И поводом, естественно, послужило недовольство доходами, которые получались вот со сбора золота и продажи аборигенов в рабство. То есть меры, введенные Колумбом в 1993 году, в общем-то, не приносили жадным испанцам необходимого дохода, поэтому издали официальный закон. В 1960-е годы в Испании одним из исследователей был обнаружен исторический документ, который был написан Бартоломео Колумбом. Это был брат Христофора, который в то время, уже вот на рубеже 15-16 века, являлся губернатором острова Испаньола. Ну, понятно, что Христофор братца пристроил на самую, так сказать, доходную должность. В этом документе зафиксировано, что в 1496 году, то есть спустя 4 года после открытия, на острове проживал 1 миллион 100 тысяч индейцев. Однако испанцы в тот момент, в 1996 году, владели только половиной острова и не учитывали при, так сказать, подсчете женщин и детей. Отсюда, в общем-то, можно сделать достаточно уверенный вывод, что индейцев на острове Испаньола было около 3 миллионов человек вот, на контролируемой испанцами территории. Хотя по подсчетам других исследователей это население могло достигать 8 миллионов. Однако спустя одно поколение, то есть через 30 лет, в 1526 году, испанцы насчитали всего 11 тысяч индейцев, при том, что их владения охватывали уже весь остров целиком. То есть с миллиона тысячи мужчин до 11 тысяч через 30 лет. Представляете себе масштаб как бы подобного геноцида? Так, секундочку. Ага. Также вот хотел подробно остановиться на фигуре испанского священника-доминиканца Бартоломé де лас Касаса. Он, ну, не буду грузить вас датами, он был в Америке в первой половине 16 века и в 1552 году выпустил в Испании книгу «Кратчайшая реляция о разрушении Индии», где он описывал зверство конкистадоров, ну, естественно, не на всей территории Америки, а на Антильских островах и в Центральной Америке, в той части, которая сегодня относится к Мексике, которая в то время уже была открыта и завоевана Кортесом. Естественно, Бартоломé был, в общем-то, публичной фигурой, и он, будучи в Новом Свете, а потом, вернувшись в Испанию, всячески выступал за, так сказать, гуманистический подход к аборигенам Нового Света, описывал их, так сказать, добродушный, гуманный характер и осуждал действия испанских колонизаторов. Сам он являлся, и он приводит в своей книге несколько эпизодов, свидетельств, которых, так сказать, случаев, которых он лично видел своими глазами. Хотя помимо этого приводит, так сказать, и массу других свидетельств из старых рук. Я вам несколько сейчас зачитаю.
чтобы было понятна, в общем-то, общая картинка. В этом королевстве или в одной из областей Новой Испании некий испанец обычно охотился со своими собаками, то ли на оленей, то ли на кроликов. И однажды, когда он не нашел дичи, ему показалось, что собаки проголодались. И он отобрал маленького мальчика у его матери и кинжалом отрезал ему ручонки и ножки и порезал их на куски, дав каждому из псов его часть. А после того, как они сожрали эти куски, бросил на землю все тельце всем вместе. Один испанец, Ласкас цитирует, писал: «Когда я вернулся из Картахены, я встретил португальца по имени Рохи Мартин. На крыльце его дома висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак, как будто они были дикими зверьми». Естественно, действия испанцев по покорению новых земель сопровождались массовыми убийствами. Из Лас-Касаса опять. В году 1514 прибыл на материк один несущий несчастье губернатор, жесточайший тиран, то есть речь идет о мексиканском побережье. Он опустошил на многие лиги вверх от Дарьена, вплоть до королевства и провинции Никарагуа включительно, что составляет более 500 лиг и является лучшей и наиболее благодатной заселенной землей, какую можно себе представить. Там имелись многие великие владыки, бесчисленные и большие поселения, величайшие золотые сокровища, из-за чего сгинуло так много людей, сколько до тех пор ни в одном краю на земле не погибало. Ибо хотя с острова Испаньола наполнилась почти вся Испания золотом, и самым чистым золотом, имелся у него капитан, который в одном из походов, устроенном по его приказу, чтобы ограбить и искоренять людей, убил более 40 тысяч душ, что видел своими глазами один из монахов ордена святого Франциска, который шел с этим испанцем и которого звали брат Франциско де Сан-Роман. Испанцы, рубя их мечами, сжигая заживо и бросая свирепым псам, подвергали индейцев разнообразным пыткам. Испанцы бились об заклад, кто сможет одним ударом рассечь человека надвое или срубить ему голову, или они вспороли животы. Они за ноги отрывали младенцев от материнской груди и разбивали их головы о камни. Других детей они нанизывали на свои длинные мечи вместе их с матерями и всеми, кто стоял перед ними. В общем-то, по свидетельству, так сказать, очевидцев, не только Лас-Касаса, потому что некоторые другие испанские, в основном монахи, писали, в общем-то, они свидетельствовали, что испанцы находили удовольствие в изобретении изощренных жестокостей и пыток. Допустим, в одном случае они построили виселицу, достаточно высокую, чтобы повешенный мог касаться земли пальцами ног, чтобы избежать удушения. И повесили таким образом 13 индейцев, одного за другим, в честь Христа Спасителя и его апостолов. 13. Пока индейцы были еще живы, испанцы испытывали на них остроту и прочность своих мечей, вскрывая одним ударом их грудь, чтобы были видны внутренности. А были и такие, которые делали и худшие вещи. Затем на их иссеченные тела наматывали солому и сжигали заживо. И в одном часто приводимом эпизоде, который случился на Кубе, подразделение испанцев, в общем-то небольшой численностью, около 100 солдат, сделало привал на берегу реки и, найдя, так сказать, в ней хорошие точильные камни, в общем-то занимались тем на привале, что точили мечи. Желая испытать их остроту, сообщают очевидцы этого события, они набросились на сидевшую на берегу группу мужчин, женщин, детей и стариков, которые в страхе смотрели на испанцев и их лошадей, и начали вспарывать им животы, рубить и резать, пока не убили их всех. Затем они вошли в стоящий неподалеку большой дом и сделали там то же самое, убив всех, кого они там нашли. Эта бойня началась в деревне Зукайо, жители которой незадолго до этого приготовили для конкистадоров обед. Оттуда бойня распространилась по всей округе. Никто не знает, сколько индейцев убили испанцы в этом взрыве садизма, пока их жажда крови не притупилась. Но Лас-Касас пишет, что жертвы достигали более чем 20 тысяч. И, как я уже говорил, это свидетельство не одного Бартоломе де Лас-Касаса, но и других свидетелей того времени. Просто вот данные гравюры, большинство из них происходит из книжки Лас-Касаса, о которой я упоминал, и она вышла в 1552 году в Европе с большим количеством подобных иллюстраций. То есть, по сути дела, она являлась таким документом, обвиняющим кровавые деяния испанских конкистадоров на новых землях.
Однако к серьезным подвижкам это не принесло, потому что испанский король, конечно, издал указ, по-моему, в 1540-х годах о гуманном отношении к аборигенам. Однако, где король испанский и где, так сказать, вновь открытые земли? Естественно, что все это не соблюдалось. Ну, пока что я говорю только о Латинской Америке, позже перейду к Северной. Но здесь я хочу сказать, что было принципиальное отличие между колонизацией, которую проводили испанцы, и той, которую проводили прежде всего англичане и французы на территории Северной Америки. Дело в том, что в отличие от британцев, которые ставили своей задачей очищение новых земель просто от аборигенов, ну, освобождали для себя земли, потому что когда в 1620 году хорошо известный корабль Mayflower высадился в Плимутской бухте, там было 102 человека, это были пуритане, американцы их называют отцами-пилигримами, соответственно, они были носителями совершенно иной идеологической парадигмы, нежели испанские католики. И жители Америки для англичан являлись просто помехой, которая, в общем, препятствовала освоению новых земель. В то время как для испанцев аборигены являлись дармовой силой, то есть бесплатными рабочими руками, которые были, естественно, использованы прежде всего на шахтах по добыче драгметаллов, а также на первых плантациях хлопка и сахарного тростника. Поэтому рабство, индейское рабство, наиболее пышным цветом расцвело именно на тех территориях, которые осваивали именно испанцы. При этом, в общем-то, в ходе рабского труда погибало огромное количество индейцев, потому что на территории Анд, то есть это современные Перу, Эквадор, Аргентина, Боливия, в общем-то, ну, вы прекрасно это знаете, очень распространено было употребление коки. Хотя, в общем-то, в Инкской империи кока являлась, в общем-то, прерогативой аристократии, а не, так сказать, массовым продуктом. Однако после прихода испанцев, в общем-то, индейцы начали употреблять коку, жевать ее, а испанцы быстро поняв, так сказать, вот такую зависимость аборигенов от коки, монополизировали выращивание коки. И все плантации, в общем-то, к середине 16 века попали в руки испанцев. И естественно, что на плантациях коки используется рабский труд индейцев. И основные, многие, так сказать, плантации коки находились на восточных склонах Анд, которые спускались уже в Амазонию, в джунгли, где был гораздо более влажный климат, нежели на западных отрогах, которые смотрели на Тихоокеанское побережье и прибрежные пустыни. Соответственно, на восточных склонах при высокой влажности, в общем-то, индейцы были подвержены серьезным заболеваниям, которые местные называли ута, от которых, в общем-то, организм человека, точнее его такие части, как рот, нос, горло, то есть дыхательные пути, гноились, и люди умирали, в общем-то, мучительной смертью. И, в общем-то, смертность была очень высока, то есть за 4-5 месяцев умирало 50%, так сказать, рабочих, и их вынуждены были обновлять. Это даже, вот опять-таки, забеспокоилась испанская корона, и король издал указ, ограничивающий производство коки. Ну и как все подобные указы, он остался на бумаге, и, в общем-то, не могло, так сказать, облегчить участь аборигенов. Даже один, так сказать, из испанских авторов того времени писал, что на плантациях коки есть одно заболевание, которое страшнее всех других вместе взятых. Это неограниченная жадность испанцев.
Но гораздо страшнее было попасть на серебряные рудники. Дело в том, что Анды вот одна из богатейших в плане полезных ископаемых горных систем мира, потому что там есть практически вся таблица Менделеева. И задолго до испанцев, за тысячелетия до их прихода, древние цивилизации Андского региона добывали в Андах и серебро, и медь, и ряд других полезных ископаемых типа сурьмы. Соответственно, испанцы воспользовались уже имеющимися рудниковыми, так сказать, месторождениями, на которых были оборудованы, так сказать, ну, естественно, при инках это достигло максимальных масштабов, рудники, просто захватили их и также использовали, в общем-то, рабский труд индейцев. В общем-то, добыча проходила на достаточно большой глубине, примерно в среднем на глубине в 250 метров. И, в общем-то, рабочих индейцев туда спускали, ну, это засвидетельствовано в письменных источниках, с мешком жареного маиса на смену длиной в неделю. И кроме, как бы, там непосильная работа, обвалов, плохой вентиляции, там индейцы, естественно, дышали испарениями ядовитыми, таких как мышьяк, ртуть и прочие, так сказать, испарения, которые присутствуют в подобных горных разработках. И, в общем-то, зафиксировано в источнике, и потому следующее. Если 20 здоровых индейцев опустятся в шахту в понедельник, то только половина может подняться из нее искалеченными в воскресенье. Так писал один из современников. Средняя продолжительность жизни сборщиков рабов, естественно, коки и индейских рудокопов вот в 16 веке была не больше 3 или 4 месяцев. Ну, для примера, столько же как бы жили заключенные на фабрике синтетической резины в Освенциме в 1943 году. Еще один такой факт, что вот после бойни, которую Фернандо Кортес устроил в Теночтитлане, он, так сказать, объявил Центральную Мексику Новой Испанией и установил там колониальный режим, также основанный на рабском труде. И там повторилась та же самая система, что и в Перу. То есть рабский труд на шахтах и на плантациях, прежде всего плантациях хлопка. Вот как бы тоже цитата из одного из испанских документов конца 16 века. Многочисленные свидетельства многочисленных свидетелей рассказывают о том, как индейцев колоннами ведут на рудники. Их приковывают друг к другу шейными кандалами. Тем, кто валится, отрубают головы. Рассказывают о детях, которых запирают в домах и сжигают, а также закалывают, если они идут слишком медленно. Обычным делом является отрезание грудей у женщин и привязанные к их ногам тяжести перед тем, как сбросить их в озеро или лагуну. Рассказывают о младенцах, оторванных от матерей, убитых и использованных в качестве дорожных знаков. Беглым или бродячим индейцам отрубают конечности и отсылают в их деревни, повесив им на шею отрезанные кисти рук и носы. Рассказывают о беременных женщинах, детях и стариках, которых налавливают как можно больше и бросают в специальные ямы, на дне которой врыты острые колья, и оставляют их там, пока яма не заполнится до края. Вот как бы гравюра из книжки Лас-Касса, вот о том эпизоде, который он описывает в своей книге. Также в его книжке приведен целый разворот, где вот 16 картинок иллюстрируют различные типы казней, которым подвергали, ну, вот просто, так сказать, из, так сказать, своего садизма испанцы, вот, местное население. В общем-то, в результате, вот, скажем так, политики Кортеса в Мексике изначально, естественно, цифры предположительные, но тем не менее они имеют определенные основания. Примерно из 25 миллионов жителей, которые населяли Центральную Мексику к моменту прибытия конкистадоров, к 1595 году, то есть через буквально 80 лет, в живых осталось лишь чуть больше 1 миллиона. То есть в 25 раз сократилось аборигенное население только Центральной Мексики. И основная масса, конечно, индейцев были в основном замучены и умерщвлены на шахтах и плантациях Новой Испании. Вот. Примерно такие же цифры
известны применительно к Андах, где орудовали, как бы, ну, по-другому не скажешь, банды конкистадоров, возглавляемые братьями Писаро. И к концу 16 века, ну, Писаро тоже не был, но были его последователи, население центральных Анд упало с 14 миллионов до 1 миллиона человек. И причины были те же самые, что в Мексике и в Центральной Америке. В 1539 году один испанец, пребывавший тогда в Перу, написал позже: «Индейцы здесь полностью разрушены и погибают. Они молят крестом, чтобы им, ради Бога, дали еды. Но солдаты убивают всех хлам ради ничего большего, как для изготовления свеч. Индейцам не оставляют ничего на посев, а так как у них нет скота и взять им его неоткуда, им остается только умирать с голоду». Один вот тоже вот из фактов, зафиксированных в хрониках, что в июле-сентябре 1539 года конкистадор Франсиско де Чавес с небольшим отрядом сравнял с землей королевство Карао-Канчукас, которое до 1533 года входило в состав империи инков. Собственно говоря, в 1533 году, в общем-то, ну, империя инков практически пала. И захватив, это было на севере современной территории Перу, захватив самое крупное поселение этого королевства, испанцы убили 600 детей младше 3-летнего возраста, что, в общем-то, стало, наверное, одним из самых страшных и массовых убийств детей, в общем-то, в новой истории. Но что касается вот такой вот, ну, небольшое отступление. Естественно, как бы индейцы не были подобны безмолвным овцам и как бы оказывали сопротивление, вот, как бы и солдатам, конкистадорам, и бывало, что расправлялись со священниками и иезуитами, хотя, как свидетельствуют документы, в большинстве случаев индейцы именно, скажем так, правильных иезуитов воспринимали как посланников Бога и, в общем-то, оказывали им почести. А тех, кто, скажем так, перегибал палку, естественно, они, мягко выражаясь, уничтожали. Вот одна из гравюр, где, так сказать, индейские аборигены расправляются теми же самыми методами с испанскими конкистадорами. И, в общем-то, что самое, как бы, страшное в этой истории, испанцы, в общем-то, проявив вот такой незаурядный садизм и нечеловечность, в общем-то, имели для этого основания. У нас, как бы, в курсах там школьной истории или даже университетской обходит стороной тоже эту тему, какой была Европа в 16, в 15, 16, 17 веках. А в Европе в то время творился сущий кошмар. И если кто-то сталкивался с этой темой, то, наверное, в общих чертах знаком. То есть это было более 200 лет, в общем-то, того же самого геноцида в Европе. Потому что, во-первых, это пришлось на период климатического минимума, постоянные неурожаи, голод. Все вы слышали про эпидемии чумы, которые выкашивали до 70% населения различных европейских государств. Средняя продолжительность жизни, по подсчетам исследователей, в Европе не превышала 30 лет, а половина детей умирали, там, не дожив до 10 лет. И естественно, что в голодные годы Европу сотрясали постоянные бунты, крупнейшая, скажем, как это называл еще Маркс, классовая война получила название «Крестьянские войны», хотя она, конечно, длилась не единовременно, а растянулась на многие десятилетия. Вот. И в конце 15 века, когда к инквизицию, испанскую инквизицию Томас Торквемада возглавил, это было в 1483 году, за 9 лет до плавания Колумба, началась новая волна репрессий, которая получила условное название «Охота на ведьм». Собственно говоря, инквизиция, святая инквизиция, существовала к этому времени достаточно давно. Впервые слово инквизиция было употреблено, но в техническом смысле, на Турском соборе 1163 года, то есть в середине 12 века. И естественно, что на протяжении, так сказать, 200 лет, как бы, основной
основной задачей Святой Инквизиции было искоренение ересей. Но только с приходом к власти Торквемады, когда в Европе уже начали распространяться такие массовые представления о людях, которые заключили договора с нечистой силой, то в массовом сознании сложилось представление также о массовом присутствии ведьм, в основном, естественно, ведьм, а не ведьмаков, среди обычного населения. И начались многочисленные процессы о ведьмах. И, в общем-то, статистика, которая зафиксирована в исторических документах, просто, так сказать, поражает. То есть в Англии и в континентальных странах типа Франции, Голландии были города, в которых до трети населения обвинялось в колдовстве. И в некоторых городах каждый 10-й гражданин был казнен именно по обвинению в колдовстве в связях с дьяволом. Так, на рубеже 16-17 веков в одном из районов Швейцарии, в общем-то, сейчас она самая благополучная страна Европы, за сатанизм в течение 10 лет было казнено более 3300 человек, то есть сожжено в основном на кострах. И естественно, что такие цифры, в общем-то, не часто можно встретить в исторических трудах, если они не относятся, допустим, к эпохе кровавого Ивана Грозного или других русских тиранов. Собственно, не буду долго распространяться про Европу. Вот я с бумажкой здесь зачитался. Несколько картинок, иллюстрирующих сказанное. Это работа на рудниках, на плантациях, то есть гравюры 16 века. Наказание провинившихся рабов, которых, в общем-то, как правило, забивали до смерти, просто меняя, так сказать, на свежезахваченных индейцев. И вот ряд картинок, связанных с бедствиями в Европе. Так называемая танцующая чума, когда люди, подверженные инфекционному заболеванию, допускались в массовую пляску, а потом падали и от изнеможения начинали тихонько угасать и умирать. Но я думаю, что так или иначе вы с подобными вещами встречались. В Европе тоже в период вот этих страшных столетий часто вспыхивали, так сказать, вспыхивали вспышки каннибализма, потому что люди, доведенные до отчаяния голодом, поедали, собственно говоря, своих же, так сказать, соседей и сограждан. И все это зафиксировано в документах и в изобразительном искусстве. В общем, страшные были времена. Это Томас Торквемада, который внес свою лепту, так сказать, в общем-то, в разгул Святой Инквизиции. В общем, действительно, осталось достаточно много документальных подтверждений, как письменных, так и изобразительных. И, в общем-то, на эту тему также написано немало работ, поэтому, если кого-то такая страшная история заинтересует, это вполне с этим можно ознакомиться. Закрывая, так сказать, раздел с Южной Америкой, хотел бы тоже отметить такую вещь, собственно говоря. Естественно, в 17 веке, в общем-то, уже с образованием и, в общем-то, с первым этапом становления американских государств, массовый геноцид вроде бы как закончился. Особенно, в общем-то, на территории стран Латинской Америки. На территории Северной Америки он как раз только начинался. Однако такие подобные факты геноцида имели место и, в общем-то, в наши дни, собственно говоря, на памяти, собственно говоря, нас. Допустим, на территории Гватемалы в течение практически 30 лет, с 60 по 90-е годы, шла гражданская война, которая так и называется «Гражданские войны в Гватемале». Она то вспыхивала, то загасала. Естественно, сопровождалось это массовыми эпидемиями, голодами, бунтом сельского населения. Но пика, это, так сказать,
война достигла именно 80-е годы, ну, когда уже мы учились в школе, в университете. Наверняка, я сейчас не помню, писали у нас отдельные заметки были, там, в «Комсомольской правде», в «Самой правде». Но, в общем-то, информация в период там, с окончания Союза и перестройки особого распространения у нас не получила. Однако в Гватемале в период вот 80-х годов произошло более 600 массовых расправ, в ходе которых погибло более 200 тысяч человек и более 45 тысяч пропало без вести. Ну, пропало без вести в условиях горных джунглей, понятно, просто тело не нашли. И 83% от этих жертв составляли индейцы майя. То есть это была тоже не просто, так сказать, гражданская война, а именно этническая чистка. А поскольку индейцы майя в Гватемале, а также там в Никарагуа и в Белизе в то время и сейчас составляли основную массу населения, то, естественно, как бы они подвергались в первую очередь вот такому этническому геноциду. И в основную массу вот таких преступлений в Гватемале, порядка 80%, совершили военные. То есть это был именно государственный геноцид по отношению к индейскому населению Гватемалы. Ну, теперь как бы переместимся на север, вот, а именно на территорию в основном США и Канады. Как я уже сказал, в общем-то, типы колонизации англосаксами и испанцами отличались друг от друга. Хотя на территории Северной Америки, естественно, присутствовали не только англичане, а также французы и голландцы. Причем французы в первые, так сказать, столетия давали значительную фору англосаксам, и под их контролем находилось гораздо больше земель, чем под контролем английских колонистов. Плантаторы, конечно же, новоявленные плантаторы из Европы не намерены были трудиться сами, а, так сказать, так же, как и испанцы, пытались воспользоваться дармовым трудом плененных индейцев. Поэтому, как бы, собственно говоря, банды поселенцев, английских, французских, устраивали попросту нападения на индейские поселения, захватывали пленников, обращали их в рабство и принуждали работать на плантациях. Особенно это приобрело массовый масштаб на территории южных штатов Америки, то есть те, которые граничили с Мексиканским заливом и имели наиболее благоприятные условия для земледелия. Ну, собственно говоря, они и сейчас остаются таковыми. Вот. Однако, в отличие от индейцев Южной Америки, ситуация здесь сложилась несколько иная. И здесь, на мой взгляд, основная разница именно в психотипе индейцев. Потому что на территории стран Латинской Америки испанцы столкнулись с населением двух крупных империй, ацтеков и инков, ну и майя. То есть это были серьезные государственные структуры со своей жесткой иерархией и, так сказать, сельское население, то есть основная масса индейцев привыкли подчиняться центральной власти, чтобы она не творила. В то время как на обширной территории Северной Америки существовали в подавляющем большинстве случаев племена охотников-собирателей, только незначительная часть из них занималась оседлым земледелием, то есть люди были, скажем так, не привыкшие к жесткой власти, привыкшие к власти, которая в родоплеменной структуре существовала, то есть гораздо более свободолюбивыми. И получить такое количество послушных рабов у англичан и французов на территории современной Северной Америки не удалось. То есть они либо отказывались работать, либо как бы бежали, так сказать, подальше от колонистов. И, в общем-то, тогда, в общем-то, колонисты английские и французские пришли, ну, естественно, это не было зафиксировано в указах, в общем-то, пришли к пониманию того, что индейцев проще уничтожить, нежели возиться с ними в качестве рабской силы. Поэтому именно вот с
17 века начался массовый завоз на территории Северной Америки и Антильских островов рабской силы из Африки, потому что негры были в данном случае гораздо более послушны и приспособлены к рабскому труду, нежели свободолюбивые аборигены Америки. И к середине 17 века, то есть к 1600 годам, колонизаторы практически уничтожили всех индейцев, которые проживали на побережье Атлантического океана современных Соединенных Штатов. И, в общем-то, освободили от них вот узкую полоску прибрежной территории, где образовались, собственно говоря, первые колонии англосаксов на территории Северной Америки. Выжившие племена уходили на запад, то есть ближе к берегам Миссури, перебирались через Миссури и Миссисипи и вторгались в прерии, где население индейское на обширных великих равнинах было достаточно незначительное. И начиная примерно вот с 30-х годов 17 века английские переселенцы, опять-таки протестанты, попросту методично очищали вот прибрежные земли, я имею в виду Атлантическое побережье, от оставшихся индейцев. При этом и англичане, и испанцы, англичане и французы, извиняюсь, вели на территориях, ну, представьте себе карту Северной Америки, Великие озера и территории к югу и востоку и северу. То есть та полоска у Атлантического океана, где столкнули интересы двух великих европейских держав, Англии и Франции. И на протяжении практически 150 лет, если не больше, велись периодически возобновляемые англо-французские войны. При этом и французы, и англичане втягивали в свои, так сказать, конфликты индейские племена. Ну, наверное, вы все помните Купера «Зверобоя», где как раз описывается вот одна из таких войн 18 века, где делавары на стороне французов, а иракезы на стороне англичан. Лига иракезов, которая была создана в 17 веке и куда вошли, по-моему, 6 племен крупнейших Атлантического побережья, в общем-то, просуществовала недолго, потому что большинство, так сказать, ее индейцев, которые входили в эти племена, погибли вот именно в англо-французских войнах, потому что, естественно, европейцы их в первую очередь использовали в качестве пушечного мяса. И здесь следует, кстати говоря, отметить тоже примечательный факт. Дело в том, что в конце 18 века, я сейчас просто не вспомню имя вождя Сенека, который, в общем-то, плотно, так сказать, контактировал с английскими колонистами, которых сегодня, точнее с их руководством, которых сегодня принято называть отцами, основателями Соединенных Штатов. И многие положения, так сказать, законодательные положения, которые, естественно, не были письменными, но являлись законодательным и моральным кодексом, которые придерживались индейцы таких племен, как Сенека, Магауки, Тускарора. Многие принципы легли в основу самой демократичной из всех демократичных Конституцию США. Это тоже факт, который американцы сами, естественно, не отрицают. Есть и письменные документы, и гравюры, изображающие, так сказать, совместное заседание индейского вождя и отцов-основателей. В общем, колонисты английские приняли на вооружение многие, так сказать, ценности, которые потом они назвали демократическими и до сих пор как бы оставляют за собой право единственными, так сказать, обладателей этих демократических ценностей. И, в общем-то, англичане, в общем-то, как и испанцы в 16 веке, вот позже на столетие в 17 веке, тоже совсем не чурались массовых жертв и применяли те же самые методы, что и испанцы. Опять-таки, повторюсь, что население на территории современных Соединенных Штатов и Канады было значительно меньше, нежели в земледельческих цивилизациях Мексики и Перу. Но методы были те же самые. Допустим, 26 мая 1637 года
английские колонисты в союзе с магиканами и еще одним племенем атаковали деревню как бы враждебного им племени пикотов, это на территории современного штата Коннектикут. И, в общем-то, собрали всех оставшихся живых жителей, порядка 600 человек, загнали их в дома и сожгли. Вот самая крупная, так сказать, и длительная война между Англией и Францией длилась с 1680 по 1714 год, то есть 35 лет практически. И именно она вот положила, так сказать, явилась причиной массового изничтожения цвета индейских племен, потому что, естественно, выдвинутые на передний, так сказать, фланг боестолкновения индейские воины первыми погибали. Вот это вот карта колониальных владений на территории Северной Америки в начале 18 века. То есть примерно вот как раз вот после окончания войны 1714 года, как вы видите, в общем-то, голубым цветом французские владения, малиновым английские, и вокруг Гудзонова залива спорные земли. Но Гудзонов залив, когда рассматривать, смысла нет, потому что это тайга, там очень было редкое местное население, и, собственно, европейцев там тоже было по одному человеку на 1000 квадратных километров. И, в общем-то, естественно, индейцы Северной Америки оказывали сопротивление достаточно самоотверженные и отважные, в общем-то, известные, я думаю, всем такие имена индейских приводителей, как Ациола, Текумсе, Пантиак, Метакома. Но, естественно, так сказать, при своей организации индейцы не могли противостоять европейским колонизаторам, хотя и достигали периодически определенных успехов, вплоть до захвата отдельных городов и фортов. Но европейцы консолидировали силы и при помощи огнестрельного оружия, прежде всего пушек, в конце концов одерживали верх. Вот, например, в 1733 году англичане приступили к колонизации Джорджии. Вот, на карте это примерно вот, где форт Прудхом к северу, там Джорджия находится. То есть между Атлантическим побережьем и рекой Миссисипи. Вот. И, естественно, это освоение сопровождалось, собственно говоря, резней сохранившегося там индейского населения, которые, в общем-то, те, кто выживали, бежали на западный берег Миссисипи. И, в общем-то, неуклонное вот продвижение англичан на запад привело к тому, что в 1763 году алgonкинские племена, которые населяли эту область, а там было десятки племен, которые разговаривали на различных алgonкинских наречиях. Ну, алgonкины — это языковая семья. В общем-то, многие племена сплотились вокруг вождя племени Оттава Пантиака. Ну, Пантиак у всех сейчас ассоциируется, в общем-то, с американским автомобилем, который, собственно говоря, и был назван в честь этого вождя племени Оттава. Ему удалось собрать достаточно большие силы, и в его военный союз вошли практически все племена алgonкинов, которые проживали вот на северо-востоке, вот, в районе Великих озер и южнее, и в Апалачах. За 2 года Пантиак со своими, так сказать, союзниками разгромил практически все английские гарнизоны в районе Великих озер, за исключением хорошо укрепленного форта Детройт. Вот сейчас это один из крупнейших промышленных центров, который даже был осажден восставшими, но индейцы были близки к победе, однако англичане опять-таки воспользовались своей традиционной тактикой, они втянули в этот конфликт племена иракезов,
которые принадлежали, так сказать, к другой, так сказать, иракезы, к другой языковой группе, и алганкины и иракезы, в общем-то, это история сплошного конфликта соседей, еще до прихода туда колонистов. Сыграло также и предательство так называемых союзников Понтиака, потому что французы, естественно, в войне Понтиака против англичан поддерживали индейцев, которые попросту французы заключили с англичанами сепаратный мир и прекратили поставки огнестрельного оружия и боеприпасов воинам Понтиака. Соответственно, оставшись, собственно говоря, без пороха и свинца, алганкины были быстро разбиты, Понтиак был вынужден пойти на заключение мира, но через 4 года Понтиак, который сохранил, так сказать, став национальным героем, был предательски убит. То есть колонисты организовали его наемных убийц и, так сказать, убили Понтиака. Ну и с начала 18 века, в общем-то, началась, в общем-то, активная экспансия англосаксов по территории, которая сейчас называется Соединенными Штатами Америки. И, собственно говоря, начался уже откровенный англосаксонский геноцид. Вот на этой карте середины 18 века показана территория, которая к 1803 году была распределена между европейскими державами. Голубым цветом это владения, которые контролировали французы. Как видите, они раз в 6 превышают английские территории. Так называемая Луизиана, французская Луизиана, которая была от Великих озер до до побережья Мексиканского залива, по-моему, в 4 раза превышала территорию Франции. Северная часть называлась французской Канадой. В 1803 году правительство Соединенных Штатов, уже после, естественно, войны за независимость, когда Соединенные Штаты стали, так сказать, независимым государством, купило у Франции Луизиану. Это тоже отдельная история, в общем-то, не буду на ней останавливаться, мутная и, в общем-то, кровавая тоже. В 1818, через 15 лет, правительство США купило у Испании Флориду, вот, юго-восточная оконечность материка. И естественно, что в новоприобретенный штат устремились плантаторы, которые стали, в общем-то, бесцеремонно захватывать родовые индейские земли и, в общем-то, вырезать оставшееся там коренное население. Дело в том, что Флорида хоть и принадлежала Испании формально, но испанцам хватало и тех земель, которые они имели в Мексике и на материке Южная Америка. Поэтому они, в общем-то, Флориду, до которой, в общем, нужно было добираться через французскую Луизиану, либо через Мексиканский залив, в общем-то, недорого уступили штатам. Самыми многочисленными среди племен Флориды были семинолы. Вот, я думаю, тоже вы помните роман и фильм «Ациола, вождь семинолов». И они на протяжении 40 лет вели войну уже с новыми захватчиками, с англичанами, и, в общем-то, неоднократно наносили им поражение. Однако выстоять против уже регулярной армии Соединенных Штатов семинолы, естественно, не могли. К 1858 году практически все индейцы Флориды, а их было там, к этому времени оставалось уже там несколько десятков тысяч человек, были уничтожены. И после окончания вот Семинольской войны на территории Флориды осталось порядка 500 индейцев, которых американские уже колонизаторы попросту загнали в резервации на болотах, где те, в общем-то, и вымерли. Более того, в 1825 году, то есть теперь я говорю уже не об английских колонистах, а об североамериканских. То есть, в общем, начала формироваться новая американская нация, которая, в общем-то, большую часть своей истории прожила на фронтире. По-моему, в 1903 году официально в Штатах было объявлено, что фронтира больше не существует. 1903 или 1901, сейчас точно не вспомню. То есть вся земля наша. Так вот, в 1825 году Верховный суд США сформулировал доктрину открытия, согласно которой право на земли, которые открыты, открыты в кавычках, принадлежат тем, кто их открыл.
А коренное население, то есть белым, а коренное население на этих землях имеет типа право проживать на них, но не имеет собственности на землю. И на основании этой доктрины через 5 лет, в 1830 году, был принят закон о переселении индейцев, жертвами которого стали в первую очередь так называемые 5 цивилизованных племен. Ну, кому интересно, пусть посмотрят. Действительно были, так сказать, наиболее развитые племена, которые жили на территории к востоку от Миссисипи, и которые к этому времени еще не сильно пострадали от, так сказать, войн, которые вели между собой французы и англичане. То есть, собственно говоря, на этой карте видно, это вот территория, которая, где заканчивается слово Луизиана, и попадала под территорию французов. А все основные франко-английские войны велись вот в районе Великих озер и на северных частях вот, малиновой зоны английской, то есть по линии горной цепи Апалачей. Поэтому на восточных берегах Миссисипи сохранились племена. Более того, в одном из племен Чероки нашелся философ, который научился английскому языку и выучил читать по-английски и создал единственный, так сказать, индейский алфавит Чероки. Это было вот как раз в начале 19 века. И вот эти вот 5 цивилизованных племен: Чероки, Чикасо, Чокто, Крики и Семинолы тогда еще входили, еще не были в 30-е годы изничтожены. Вот началась, согласно закону о переселении, началась, значит, их экстрадикция на земли к западу от Миссисипи. Впоследствии эта экстрадиция получила название «Дорога слез». Вот на этой карте показаны, так сказать, территория зеленым племен, которые входили в 5 цивилизованных племен, хотя они не составляли единого племенного союза, но они к 30-м годам 19 века сохранили, так сказать, наибольшее количество, так сказать, соплеменников и еще, в общем-то, представляли собой значительные этнические общности. И «Дорогой слез» назвали вот это вот тысячелетние пути переселения этих племен, в общем-то, в неосвоенные территории, которые тогда американцами вообще не были освоены, то есть их просто выкидывали практически без скарба, без имущества под конвоем солдат вот на эти территории, которые обозначены салатовым цветом к западу от Миссисипи и к югу от Миссури. В общем-то, это территория великих равнин, но уже как бы более сухая часть, которая граничила уже с северными частями пустынь штатов Мехико и Нью-Мехико и Аризоны. И первыми в 1831 году было переселено племя Чокто или Чоктавы. Вот они показаны, вот в 1830-м началось их переселение. То есть индейцев гнали разными путями, естественно, без каких-либо гуманитарных действий со стороны американских, так сказать, конвойных. В общем-то, индейцы страдали и от крова, и от отсутствия пищи, от болезней, потому что проходило это переселение и в осенний, и в зимний период. И для племени чероков, которые вот с предгорья Апалачи в 1935 году начали выселять, оценивают, что от 4 до 15 тысяч погибло во время перехода по дороге слез. У Чокто из 17 тысяч погибло до 6 тысяч человек, то есть треть. В общем-то, треть этих племен погибла, переселяясь на новые территории. И к концу 30-х годов к востоку от Миссисипи, в общем-то, практически не осталось коренных жителей, а те, кто были, так сказать, успешно как бы избежали депортации, были загнаны в первые резервации.
В 1849 году Штаты разгромили Мексику, забрали у них территорию юго-запада, в том числе, ну, в смысле юго-западных штатов, это вот Нью-Мехико, Техас, Аризона и Юта, а также Калифорнию. И тогда же Англия отдала штатам последнюю свою территорию, штат Орегон, это на северо-западе США, в скалистых горах. Но еще в 1948 году на территории Калифорнии нашли золото. И, соответственно, там началась известная всем золотая лихорадка. А поскольку золото, естественно, залегало на индейских землях, хотя племена там были немногочисленные, в основном они занимались охотой и собирательством, реже огородничеством. Вот. Тем не менее, земли по праву, в общем-то, были их родовыми землями. И естественно, что началось массовое, так сказать, изничтожение жителей Калифорнии, которое осуществлялось не столько даже войсками, а, собственно говоря, первыми поселенцами, которые прибыли в поисках золота. Так вот, в феврале 1860 года на острове Индиан-Айленд, как раз он расположен у побережья Северной Калифорнии, просто 6 местных колонистов и землевладельцев и там торговцев вооружившись топорами, там, ножами и охотничьими оружием, вот, попросту напали на деревню местного племени Виот и порубили, порезали до 200 женщин, детей и стариков, потому что охотников в это время в деревне не было. И к началу 70-х годов, в общем-то, практически подавляющая часть индейского населения Калифорнии было таким образом либо уничтожено, либо отправлено, опять-таки, в резервации, в пустынные земли штата. Секундочку. Очень много работ посвящено и, в общем-то, художественных фильмов «Тропе слез», потому что это одна из крупнейших трагедий в истории индейского населения Америки. Второй, так сказать, метод геноцида, который успешно осуществлялся уже американскими колонистами, это было истребление бизонов. Бизоны, в общем-то, являлись крупнейшим, так сказать, видом травоядного животного на территории западной части США. То есть они населяли все великие равнины. Естественно, никто их тогда не мог посчитать. Вот, но, в общем-то, современные исследователи называют цифры от 60 до 75 миллионов голов, которые вот в начале 19 века паслись на бескрайних просторах великих равнин. Естественно, что для многих племен, ну, я думаю, вы, естественно, все слышали, такие как Дакота, Сиу, Черноногие, Кроу, бизон являлся, в общем-то, основой экономики, потому что это и шкура для одежды, для палаток, и мясо, и кость для орудий домашнего обихода и для музыкальных инструментов. То есть бизон это было наше все. И, естественно, индейцы не занимались массовым истреблением этих животных, поскольку, как любые охотники, они были встроены в свою экологическую нишу и убивали то количество животных, которое им было необходимо для поддержания нормального образа жизни. Однако, естественно, другую политику вели белые поселенцы. Дело в том, что шкуры бизонов очень оценили в Европе, потому что шкуры, ну, как говяжья шкура, да, очень прочные, плотные, поэтому в Европе шили и обувь, и одежду, и предметы, так сказать, быта, типа сумок, саквояжей. В начале 19 века, когда европейцы только пересекли Миссисипи, в 1803-1805 годах состоялась известная первая экспедиция Льюиса и Кларка, которые достигли по течению Миссури скалистых гор, выпустили, так сказать, книжку о своем путешествии. В начале 19 века европейцы уже начали массовое истребление бизонов и добывали порядка 200 тысяч шкур ежегодно.
Между, то есть, самое активное истребление бизонов началось после прокладки трансконтинентальной железной дороги, которая строилась с 1862 по 1969 год, 7 лет. При этом на востоке Соединенных Штатов шла гражданская война, а железную ветку на Тихоокеанском побережье тянули вовсю. И после постройки железной дороги трансконтинентальной, естественно, доступ к великим равнинам упростился на порядок, и истребление бизонов просто приобрело массовый характер. В то время уже существовала фотография, сохранилось достаточно большое количество документов, свидетельствующих о массовой добыче и изничтожении этих животных. Вплоть до того, что их просто расстреливали пассажиры поезда только ради того, чтобы отрезать язык, который считался наибольшим деликатесом вот, из всей, так сказать, туши бизона. Все остальное просто бросали гнить. И в результате вот такого вот хищнического истребления этих травоядных к 1984-1985 году, в общем-то, бизоны практически исчезли. По подсчетам их осталось, вот берем по минимуму, от 60 миллионов осталось там порядка 1000 голов. По-моему, в 1883 году, в общем-то, там американские власти забили тревогу и учредили национальный парк, куда, в общем-то, согнали оставшихся бизонов. Ну, в общем-то, к сегодняшнему дню их поголовье несколько восстановлено, хотя они, естественно, не заселяют все пространство прерий. Вот. И вот в последний период, после пуска в эксплуатацию в 1969 году вот этой вот трансконтинентальной Pacific Railway, по-моему, железной дороги, с 70 по 75 год вот, убивали примерно по 2,5 миллиона бизонов в год. 2,5. При том, что за шкуру бизона давали примерно там $3. Хотя в те годы в Штатах $3 это была серьезная сумма, поэтому, естественно, охота приобрела, в общем-то, массовый характер. И, в общем-то, исследователи считают, что это был самый крупный экоцид, так сказать, на планете в истории человечества, потому что ни один другой конкретный вид животного в таких вот измеряемых десятками, миллионами голов, другого такого примера в истории, так сказать, человеческой цивилизации попросту нет. Мы не будем говорить сейчас о мамонтах, потому что неизвестно, собственно говоря, кто их когда изничтожил. Ну и позже уже, когда в конце 70-х началась другая, так сказать, начался другой бизнес, начали собирать кости убитых бизонов, которые вот так вот просто устилали прерию, в основном вдоль вот железной дороги, и опять-таки по железке кости собирали и отправляли, так сказать, на переработку. Вот там в Чикаго, в тот же Детройт, вот, тоже сохранились фотографии, свидетельствующие о, так сказать, массовом сборе костей и черепов бизонов. Вот пример, так сказать, складирования черепов бизонов, или вот это вот апокрифическое фото с горой черепов, которые гордо, так сказать, американцы демонстрировали на своем фото. В то время большую известность в Штатах получил скаут, ну, разведчик, да, Уильям Коди, который за счет того, что он охотился на бизонов и поставлял армии США и работникам железной дороги, точнее его участка Канзас-Пасифик, мясо бизонов, вот, он получил прозвище Баффало Билл. Тоже наверняка слышали. Интересно, что в 1872 году, так сказать, прерии посетил, вот эта фотография, великий князь Алексей Александрович. Ну, собственно говоря, он прибыл еще осенью 71-го, в ноябре-декабре в Штаты. Его всячески облизывали во всех, так сказать, крупнейших городах. Вот, он слыл там большим ловеласом, его президент
принимал лично. Ну, понятно, что с Россией Екатерининская тогда шибко сильно Америка дружила. Вот. И Алексей Александрович высказал, так сказать, большое пожелание посетить, так сказать, индейские территории и Великие Прерии. Прибыл вот на территорию Канзаса, где ему устроили показательную охоту. Вот справа на фотографии как раз молодой Баффало Билл. Вот. И там великий князь убил своего первого бизона. Вот. И остался очень доволен. Кстати говоря, этот эпизод, если вспомните, присутствует, естественно, в гротескном виде в фильме «Маверик», где он зарабатывает 2000 на охоте на живого индейца. И вот там как раз изображен великий князь в виде этого охотника-придурка. Вот. По утверждению самого вот Баффало Билла, он, работая на железнодорожную компанию Канзаса в 1967-1968 году, убил в течение 17 месяцев более 4000 бизонов. Это один человек. Позже, кстати говоря, он, с возрастом надоело ему скакать по прерии и заниматься мясническим делом. Он организовал труппу, так сказать, цирковую, набрал там белых и индейцев, и в течение нескольких лет успешно путешествовал по всей Европе, показывая шоу из серии «Дикий Запад». Тоже это и в разных фильмах обыгрывался, есть и публикации с фотографиями в газетах. В общем-то, проявил такую артистически бизнесменскую жилку. И, в общем, денег он на бизона хорошо заработал. И, в общем-то, потом вынес культуру фронтира в Европу, вот в конце 19 века. Но, естественно, что истребление пищевой базы принесло, в общем-то, неоценимый урон для индейских племен. Известный, так сказать, персонаж американской истории, герой гражданской войны Филипп Шеридан позже писал, что охотники за бизонами сделали за последние 2 года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев. Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов. То есть он выразил, так сказать, собственно говоря, по политическую позицию правительства США. Вот карта, где указан, так сказать, ареал обитания этого вида травоядных парнокопытных и показаны годы вот истребления. Вот нижний темный овал, это вот 1870 год, вот как сократилось по отношению к 1830 году ареал обитания. Хотя вот восточная часть, штриховая область, относится еще к 18 веку, то есть до появления Соединенных Штатов как государства бизоны паслись и у подножия Апалачии. То есть они занимали всю территорию Соединенных Штатов от Апалачских гор на востоке до скалистых гор на западе и до начала Сонорской пустыни на территории Мексики. То есть это была земля бизонов, которых американцы, собственно говоря, свели на ноль. Шеридан даже в Конгрессе США выступал и предлагал учредить специальную медаль для охотников, которую он аргументировал это именно, подчеркивал важность истребления бизонов для решения индейской проблемы. Собственно говоря, Шеридану принадлежит известный афоризм, не афоризм, высказывание: «Хороший индеец, мертвый индеец». Это Шеридан сказал. Ну, еще хотелось бы остановиться на одном эпизоде, который тоже неотъемлемо связан в массовом сознании с индейцами и с индейскими войнами. Это речь идет о обряде скальпирования. Естественно, что до появления на территории Америки белых колонистов обычай скальпирования существовал у индейцев. Однако, во-первых, он не был распространен повсеместно. Во-вторых, как правило, он имел, в общем-то, мистическо-религиозную сущность и цель.
То есть демонстрировал отвагу воина и, в общем-то, связан был с представлением о том, что победитель вместе, так сказать, со скальпом забирал силу и мужество поверженного врага. Но еще раз подчеркну, что этот обычай был абсолютно не повсеместный, и присутствовал он только у небольшого количества племен Северной Америки. На территории Южной Америки, в тех же центральных Андах, практиковался другой обычай, который назывался по-английски trophy head, то есть голова врага. Там не снимали скальп врага, а отрезали голову, высушивали их головы, и, в общем-то, воины по праздникам цепляли головы на пояс, как бы показывая свою доблесть. В общем-то, я был как бы в немецко-швейцарской миссии в Наске. Там нам показывали там из погребений там десятки черепов с просверленной дыркой во лбу. То есть это не результат трепанации, а именно высверлилась дырка, чтобы пропустить веревочку, и таким образом черепа с высушенными волосами и с мумифицированной кожей, на солнце их сушили, в общем-то, использовали в качестве воинских регалий. Однако европейцы очень быстро поняли, что это очень эффективный метод для стимулирования междоусобных войн среди индейцев, и первыми пустили в оборот этот процесс голландцы в 16 веке. Затем в 17 веке подхватили это англичане и французы, и во время своих колониальных войн они начали снимать скальпы с поверженных врагов и превратили это в бизнес. И достаточно выгодно. Причем как французы платили, так и англичане. Более того, за скальп белого колониста, там французского или английского, противоборствующая сторона, естественно, платила больше, чем за скальп индейца. И, соответственно, такая стимуляция денежная, при том, что с индейцами колонисты очень часто расплачивались не монетой, а огненной водой, в общем-то, активно стимулировала вот межплеменные войны. То есть это начались уже между индейцев, помимо вот когда затихали колониальные франко-английские конфликты, индейцы продолжали уже междоусобную резню, чтобы на пункты сдачи приносить скальпы своих индейских врагов и получать за это оплату. И естественно, что количество индейских скальпов в сотни раз превышало скальпы, так сказать, белых колонистов. То есть вот с середины 17 века обычай скальпирования получил как бы массовое распространение на восточных территориях Северной Америки. Вот в начале 18 века в Пенсильвании, то есть такой патриархальном штате, скальп индейца стоил уже $124, а скальп скво женщины 50. В то время унция золота стоила $20. То есть цены были будь здоров. И ради таких сумм индейцев просто вырезали целыми племенами, в чем, естественно, участвовали и английские, и французские колонисты. И, естественно, они не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Неважно, есть скальп, есть звонкая монета. В заметках того времени исторических можно найти упоминание, даже его так прозвали Кровавым Билли, который за один день мог снять 60 скальпов. Причем среди его жертв были как и индейцы, так и белые люди. Ну и даже вот в 1889 году правительство Калифорнии, это уже золотая лихорадка была в полном разгаре уже как 40 лет, но не все еще индейцы были выгнаны держались они за свои земли. Так вот, правительство Калифорнии опубликовало каталог-ценник. В нем оценивались пол, возраст человека, с которого снят скальп, и даже качество скальпа. Например, скальп взрослого индейца с ушами. Стоимость $20. Вот, естественно, что местные власти в разных
Штатах тоже просто стимулировали эту политику геноцида. Еще один серьезный способ умерщвления непокорных индейцев заключался в отраве источников пресной воды. Американцы травили воды ручьев, источников в основном стрихнином. И делали это в промышленных масштабах. И стало это причиной гибели десятков тысяч. Один немецкий этнолог сообщил, что члены антииндейской милиции, которая была специально создана в целом ряде штатов, отравили стрихнином питьевую воду деревни Каинганг, вызвав смертельный исход приблизительно 2000 индейцев всех возрастов. Но по-другому, как геноцид, это, естественно, назвать нельзя. Соответственно, к концу 19 века большинство индейских земель уже было освобождено от коренного населения, они были загнаны в резервации, и вот, как я уже говорил, в 1901-1903 годах американское правительство объявило отмену фронтира, признав, что вся индейская земля теперь принадлежит Соединенным Штатам. Ну, теперь я завершаю и перейду немножко к цифрам. Естественно, что количество жертв геноцида в Америке является вопросом политическим. Оценить его крайне сложно, потому что статистику, перепись населения до прихода испанцев не устраивали, хотя в великих империях ацтеков и инков правящая верхушка знала количество подданных, но информация не сохранилась, поэтому все цифры прикидышные. И, естественно, они очень сильно разнятся. Американские, североамериканские исследователи дают минимум. Они считают, что большинство историков утверждают, что численность индейцев сократилась с 15 миллионов в 1500 году примерно до 300 тысяч в 1900 году. То есть оценивают население Америк обеих в 15 миллионов. Самые, так сказать, ортодоксальные исследователи говорят, что вообще в Америке, это Смитсонский институт еще в середине 20 века сказал, что в Америке к северу от Мексики существовало 1 миллион 152 тысячи 950 человек на момент появления там европейцев. Это такой один американский этнолог Мун насчитал с точностью до 10 человек. Ну, короче говоря, потом цифру увеличили до 5 миллионов, потом до 12 миллионов, потом до 18. Но это оценка американских специалистов. В то же время альтернативные исследователи, которые не работают в официальных организациях, цифры населения Америки на приход туда европейских колонистов называют совершенно другие. То есть вплоть до 90, 100, 112 миллионов человек. То есть, мягко выражаясь, в 10 раз. Естественно, что плотность населения была различна, и, естественно, это объясняется географическими причинами. То есть в земледельческих цивилизациях Мексики, Южной Америки плотность населения и их число значительно больше, нежели в великих прериях, где разрозненные племена охотников-собирателей владеют многотысячными в плане квадратных километров территориями. Тем не менее, я думаю, что, естественно, население обеих Америк не могло составлять ни 1,5, ни 5 миллионов, ни 20, а скорее всего приближалось к 100 миллионам человек. И здесь есть цифры просто по отдельным регионам. Поэтому на основе их и делается вот такая реконструкция по общему числу. Так, допустим, на территории Центральной Мексики за 75 лет в период с 1519 по 1594 численность населения сократилась на 95%. То есть с 25 миллионов до чуть больше 1 миллиона человек. 95%. За 60 лет экспансии испанцев в западном Никарагуа местное население сократилось на 99%. То есть упало с миллиона до 10 тысяч человек. В западном и центральном Гондурасе
за полстолетия также было уничтожено порядка 95% коренных жителей. В общем-то, то есть речь идет практически о поголовном истреблении индейцев. Существует мнение, что до 95% коренного населения, погибшего, так сказать, в ходе европейской экспансии, было уничтожено завезенными европейцами болезнями. Да, это действительно так, потому что оспа, тиф, корь, бубонная чума и целый там букет заболеваний просто были неизвестны коренному населению Америки, и у них не было иммунитета. Единственное, чем смогли индейцы ответить европейцам, это сифилисом, который не был известен до этого в Европе, но по сравнению с тифом, оспом и чумой, это, в общем-то, был не тот ответ Чемберлену. Вот. И естественно, что при оспе численность, смертность достигала тоже среди индейцев 80-90%. Однако в свете вот выше приведенных фактов говорить о том, что 95% коренного населения погибло, в общем-то, типа из-за болезней, нецеленаправленно, нелогично. Я уж не говорю про то, что американское правительство, ну уже в 19 веке, практиковала, так сказать, конкретные, так сказать, операции, то есть специально зараженные одеяла оспой и в основном оспой и чумой, в общем, предоставляла индейцев, поставляла эти одеяла в резервации, куда уже были согнаны индейцы, то есть вызывая тем самым массовую смертность. То есть это была целенаправленная политика, вот, именно правительства. То есть не продавали одеяла на пунктах сбора там бизоньих шкур, а именно гуманитарные поставки в резервации. То есть уже согнанных с их земель индейцев планомерно уничтожали. Вот, собственно говоря, в конце хочу сказать, что президент Венесуэлы Уго Чавес неоднократно говорил о действиях вот, европейских колонизаторов именно как о геноциде. И даже призывал латиноамериканцев не отмечать День Колумба, традиционный для всех Америк праздник, так как это событие, то есть открытие Америки Колумба, послужило началом вот, массовому геноциду целой расы. И, соответственно, вся история покорения Северной и Южной Америки, в общем-то, написано без всякого преувеличения индейской кровью. И индейцы были виноваты только лишь в том, что жили на материке с прекрасными климатическими условиями, благодатными землями и прочими неискончаемыми природными запасами. Вот, собственно говоря, и все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вопрос такой. Есть ли данные, скажем так, о влиянии колонизации Российской империи североамериканского континента, и являются ли они, скажем так, более благостными, более гуманными, чем англосаксонская колонизация? Естественное влияние, скажем так, переселенцев из Российской империи, из России в Центральную Мексику, в Эквадор. Кстати, откуда у меня есть головки, цацхи называются, вот эти снятые с человеческой, там снимали, череп не усушивали, там только вот эту часть кожи усушивали. Вот, кстати, там же есть и такой интересный момент, поедешь когда в Перу или там в Эквадоре, если там белый человек пропадает, местный полицейский идет на базар смотреть эту головку белого человека, а то могли уже его отрезать и высушить. Так вот, Эквадор, например, до сих пор помнит о позитивной культурной деятельности российских, ну, русских людей, которые переселялись туда. А вот то, что касается Аляски и покорения Аляски, как вели себя там русские? Ну, история Русской Америки тоже достаточно описана и нашими исследователями, и американскими.
К сожалению, русские поселенцы, в общем-то, недолго продержались на территории Северной Америки. Однако политика по отношению к местным жителям, естественно, принципиально отличалась от политики англосаксов. Ну, Россия тоже была колониальной империей, но колониальная Россия — это принципиально иная схема. И мы это прекрасно, ну, если кто помнит историю или занимался этими вопросами, то есть колониальное владычество Русской империи в Средней Азии, на Кавказе, это не то, что колониальное владычество Великобритании в Индии. Если уж говорить про Советский Союз, то там, извините, русские были, РСФСР была на последнем месте после кавказских, среднеазиатских, в общем-то, республик. То есть колонии, вновь приобретенные колонии являлись предметом дотации со стороны центра, и, соответственно, и русские колонисты вели себя совершенно, так сказать, принципиально иным образом, предпочитая всегда мирное сосуществование и, в общем-то, адекватный товарообмен, а отнюдь не изничтожение. Во всяком случае, я ни разу не слышал о фактах резни, будь то на Аляске или в Калифорнии, которые бы приписывали русским поселенцам. Наоборот, когда Форт Росс в Калифорнии был продан американцам, то те индейцы, которые жили в окрестностях Форта Росс под защитой ее стен и, в общем-то, нескольких пушек, тоже ушли с этой территории. То есть индейцы местные видели в русских поселенцев именно защитников и старших белых братьев, а не исконного врага, в отличие от англосаксов там, и прочих европейских завоевателей. Но опять-таки, к сожалению, это продлилось недолго. Вот, я не знаю насчет латиноамериканских стран, куда, в общем-то, значительная часть русских переселилась после революции и гражданской войны, то есть крупная диаспора в Эквадоре существовала. Я вот сколько раз не могу, путаю все время, Уругвай и Парагвай. По-моему, наши были в Парагвае, а немцы осели в Уругвае. И в 30-е годы была, так сказать, серия так называемых войн Чака, это по имени Нагорья, где в начале 30-х нашли нефть. И Парагвай с Уругваем схлестнулись. Причем у уругвайцев практически весь генеральный штаб состоял из немецких кайзеровских офицеров, а у парагвайцев 90% генерального штаба это русские белогвардейские офицеры. И в общем-то, при трехкратном преимуществе уругвайцев в живой силе и в технике, которая поставлялась напрямую из Германии, в общем-то, парагвайцы надрали, мягко выражаясь, задницу за счет именно грамотных действий русских офицеров, которые и возглавляли, и составляли генеральный штаб. То есть получается, что вот я сейчас слушал эту лекцию, получается, если бы неэффективная военная деятельность славян, русского населения, скажем так, от агрессии европейских государств на территории России, нас бы ждала вот такая судьба индейцев. Ну, естественно. Мы бы могли быть на их месте. Ну все, время уже наше истекло. Я думаю, если пока собираемся, можно еще кулуарные вопросы какие-то задать. Вот, потому что время, да, нас уже просят. Я думал, что лекция была бы короче, да.